Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу продолжить обзор своей коллекции э, музыки на компакт-дисках. И сегодня третье видео, которое я посвящаю э, различным саундтрекам к фильмам. Всего у меня в коллекции 10 саундтреков, и всех я сегодня их вам покажу. И хочу начать я с чемпиона среди саундтреков. Это альбом к фильму «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Данный саундтрек является самым продаваемым в истории. А также данный альбом входит в топ-5 самых продаваемых альбомов за всю историю среди всех альбомов. А также это самый популярный альбом 90-х годов и самый популярный альбом с женским вокалом. То есть здесь по половину песен исполнительницей является Уитни Хьюстон. Такое вот издание. Издание канадское. Присутствует буклет. И, конечно же, самая известная песня это у нас I Will Always Love You, которая хоть и не была написана для данного фильма, но прославил ее именно исполнение Уитни Хьюстон. Оригинальным автором песни I Will Always Love You является американская кантри-певица Долли Партон. Да, у меня есть как саундтрек, так и сам данный фильм. Такое вот немецкое издание. Такой вот комбо из фильма и саундтрека. И ко всем саундтрекам, которые я вам покажу, точнее почти ко всем, у меня есть и сами фильмы. Далее, следующий саундтрек. Это, конечно же, саундтрек к фильму «Титаник», который написал Джеймс Хорнер, а сам фильм Джеймса Кэмерона. Здесь мы видим слова песни под треем диска. Единственная композиция из данного альбома со словами. Потому что в основном альбом состоит из инструментальных композиций, которые есть в фильме. Есть такая у нас вот раскладушка. Список композиций. Вот, и единственная композиция со словами My Heart Will Go On, она идет 14-й. Главные роли в фильме играли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, а главную песню My Heart Will Go On исполнила Селин Дион. Данное издание у меня так же, как и «Телохранитель», канадское. То есть с родины режиссера Джеймса Кэмерона и с родины исполнительницы песни Селин Дион. То есть они и Селин Дион, и Джеймс Кэмерон, они канадцы. И, конечно же, есть и сам фильм Джеймса Кэмерона, который выиграл 11 Оскаров. Фильм «Титаник». Далее, следующее. Это у нас альбом AC/DC. Саундтрек к фильму «Железный человек 2». Такое вот издание.
такой вот диск. Есть буклет, где рассказывается о данном альбоме. Кадры из концертов данной группы, а также присутствуют кадры из самого фильма. Еще кадры из фильма. Данный альбом интересен тем, что хоть он и является как бы саундтреком к фильму «Железный человек 2», но по сути его можно назвать и альбомом лучших песен группы AC/DC, потому что в самом фильме звучало всего 2 песни из данного альбома, плюс некоторые песни использовались в рекламной кампании. В то время как здесь собраны композиции из различных периодов творчества данной группы и представлено много известных песен. То есть здесь у нас есть Back in Black, Thunderstruck и Highway to Hell и другие песни. И поэтому из всех альбомов подобного плана это наиболее приближено к альбому лучших песен данной группы. Потому что самого по себе альбома лучших песен данная группа не выпускала. И помимо альбома также есть и сам фильм «Железный человек 2» от Marvel. Главную роль здесь исполнил Роберт Дауни-младший, роль Железного человека. Такой вот комплект. Далее. Единственный альбом, саундтрек, который у меня без самого фильма, это альбом к фильму документальному «Это все». Вот и все про Майкла Джексона. Такое вот издание. Здесь у нас такое вот изображение под диском. Такая вот рекламка. То есть у нас данный диск также канадский, поэтому здесь у нас реклама на 2 языках, на английском и на французском. И данный альбом я покупал прежде всего как альбом лучших песен, потому что здесь представлено очень много известных песен, помимо тех, которые я показывал в предыдущих альбомах, в предыдущем видео про студийные альбомы, то есть там альбом Thriller и Bad. Здесь также представлены и некоторые другие хиты, такие как Oath Song, Black and White, This Is It. Такой вот альбом песен Майкла Джексона. Далее. Саундтрек к мультфильму «Мадагаскар» студии DreamWorks. Такое вот изображение 4 главных героев под диском. Есть буклет.
И данный саундтрек очень хороший. Здесь у нас представлены некоторые песни, которые являются сами по себе саундтреками других фильмов. Как, например, Chariots of Fire, это саундтрек фильма «Огненные колесницы», или Staying Alive от Bee Gees. Это он также является саундтреком к одноименному фильму. Также здесь присутствует Wonderful World Луиса Армстронга. Конечно же, I Like to Move It. И некоторые другие композиции. Альбом к мультфильму саундтрек. К мультфильму «Мадагаскар». И, конечно же, сам мультфильм «Мадагаскар», который представлен у меня в таком вот издании, где представлены все три фильма. Первый фильм. Анимационный фильм, мультфильм «Мадагаскар». Далее. Джанго освобожденный. Фильм Квентина Тарантино, а это саундтрек к нему. Вот такой вот альбом. Так раскладывается. Это сам диск. Здесь у нас, конечно же, присутствует и песня Джанго, которая была написана не для этого фильма, но также благодаря этому фильму она теперь привязана и к данному кино. И помимо альбома саундтрека у меня также есть и сам фильм, но пока, увы, только в формате DVD. Здесь у нас снимались Джейми Фокс, Кристоф Вальтз, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм Квентина Тарантино. Джанго освобожденный. И это не единственный альбом, саундтрек к фильму Квентина Тарантино. Также у меня есть и «Омерзительная восьмерка» с саундтреком к данному фильму Квентина Тарантино, где также музыку сочинял музыкальные композиции Эннио Морриконе, как и к предыдущему фильму. Здесь у нас много композиций. И здесь есть как инструментальные, так и с голосом, с вокалом песни. Такое вот изображение под самим диском. Еще раз список всех композиций. А здесь у нас получается вот такая вот длинная повозка. Вот такой вот буклет данного альбома. Конечно же, есть фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», где у нас снимались Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли, Уолтон Годдинс, Дэмиан Бишер, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Брюс Дерн. И данный саундтрек выиграл Оскар за лучший саундтрек, благодаря чему наконец-то Эннио Морриконе стал обладателем Оскара благодаря данному фильму.
Омерзительная восьмерка. Далее. Человек-паук. Фильм и саундтрек к нему. Человек-паук, музыка из и вдохновленная Человеком-пауком. Такой вот альбом. Здесь у нас буклет небольшой. Здесь список композиций. И небольшой такой вот комикс. Мини-комикс. Здесь у нас изображение Человека-паука под диском. Из данного альбома больше всего, конечно, вот тема из Человека-паука и песня Hero. Такой вот комплект саундтрека к Человеку-пауку. А сам фильм режиссера Сэма Рэйми, а главные роли исполнили Тоби Магуайр и Уильям Дефо. Далее. Саундтрек к фильму «Мулен Руж». Фильм База Лурмана. Музыка из данного фильма. Это у нас мюзикл, поэтому здесь композиции, которые в самом фильме были. Под диском слова благодарности. И здесь буклет также небольшой. Здесь у нас просто изображение. И также выходные данные. Ну и из данного фильма самая известная композиция, это, конечно же, «Леди Мармелад», которую исполнили Кристина Агилера, Лил Ким и другие исполнительницы. «Мулен Руж» — это фильм База Лурмана, а вот и сам фильм, в котором главную роль исполнили Николь Кидман и Уэн Макгрегор. И, наконец, последнее. Это у нас идет с самим фильмом в комплекте. Это у нас фильм «Великий Гэтсби». И у меня такое вот издание. Здесь у нас идут карточки. И идет сам фильм. И сам фильм «Великий Гэтсби», и саундтрек к нему. С фильмом идут такие вот карточки. Здесь ничего сзади. Леонардо Ди Каприо, Кэрри Маллиган, Айла Фишер, Элизабет Дебики, Джоэл Эдгертон и Тоби Магуайр. И помимо фильма и саундтрека у меня также есть оригинальная книжка с кинообложкой. Книжка Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. Вот такая вот коллекция саундтреков у меня есть. Это был последний саундтрек. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Надеюсь, вам все понравилось. Пока.